So what we set out to do with this next new version is... Начните работу с нажатия этой кнопки. Именно такая фраза знаменует начало эпохи глобальных изменений, официально наступившей 24 августа 1995 года, или же ни много ни мало 30 лет назад. Мир потребительских ПК впервые увидел кнопку «Пуск», отошел от замкнутого окошка с кучей групп к бесконечному полотну под названием «Рабочий стол» с огромным количеством иконок, а словосочетание «мой компьютер» и «корзина» прочно закрепилось в умах и туториалах пользователей. Люди также познали, что устройство теперь можно подключать к компьютеру без перезагрузки. Интернет стало возможно покорять с максимальным комфортом, папки и файлы преодолели барьер 8 символов, а постоянное наличие установленного DOS под рукой для работы Windows стало необязательным фактором. Большинство революционных изменений из этой версии пользуются успехом по сей день. И более того, вошли в привычку. Все изменения возводились далеко не один день. Это даже ежу понятно. За данными нововведениями стояла огромная команда инженеров, разработчиков, художников, тестировщиков и людей прочих должностей. Не все проходило гладко, и за годы постепенной разработки новой версии Windows здесь много чего можно сказать. Хочу еще подметить, что я не являюсь разработчиком системы. Я увлекаюсь компьютерами и различными операционными системами на протяжении 15 лет, и в основном изучение шло на Windows. Так вот исторически сложилось. Данный мини-фильм я бы хотел посвятить истории разработки и становления Windows 95, рассказу о постепенных этапах проектирования интерфейса системы на основе записей бывших сотрудников Microsoft, выяснить, каким было продвижение на старте и в целом, как пользователи встретили этот релиз. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, берите печенье и... вы сами понимаете. В начале обычно бывает слово, а в нашем случае здесь началом послужит Windows 3.1. Сама линейка Windows 3X является по сути первой коммерчески успешной линейкой Windows, как среди пользователей, так и среди разработчиков. Именно здесь появился Microsoft Office как полноценный офисный пакет. Из macOS пришел Photoshop, и постепенно начали выходить под эту ОС другие продукты Adobe. Появились Delphi, Netscape, WinPlay 3, Internet Explorer, Visual Basic, и список можно продолжать долго. Уже тогда начали определяться своего рода софтверные стандарты своих классов. Если графика, то Photoshop, если Office, то Microsoft Office или Lotus 123, если браузер, то Internet Explorer или Netscape. Тем более, появление такого количества профессионального и не очень софта показало неравнодушным людям, что Windows — это не система-однодневка, и в ней тоже можно работать, наравне с Macintosh или тем же DOS. Вот из софта для Windows 2.0 я могу вспомнить только тот же отдельный Word, Excel, CorelDRAW, Micrographics и кучу мини-игр. Никто прям серьезно эту систему, кажется, не воспринимал, однако с выходом 3.1 мнение, похоже, поменялось. Позднее выходит Windows 3.11 с поддержкой сети, хотя на примере моего старого компьютера мне все равно приходилось ставить сетевые дополнения Microsoft, чтобы хоть как-то выйти в интернет, так как здесь из коробки нет поддержки TCP/IP. Выдача лицензии для третьей винды продолжалась аж до ноября 2008 года. Тут мне даже стало интересно, а как выглядела лицензия для Windows 3.1, если на этапе установки поле ключ продукта можно было оставлять пустым или заполнить различным бредом? Это все действительно очень круто. Система приобрела некоторую массовость, начало выпускаться под нее различное профессиональное ПО, и даже появилась возможность выходить в интернет. Только вот есть один нюанс. Начиная с Windows 3.0 в систему встроили программ-менеджер, который является по сути частью системы, неким рабочим столом. Однако у этого компонента целый ряд недостатков и проблем. Диспетчер программ, как нам кажется, не очень удобная в практике штука. И сейчас... А теперь дай мне мышь, и я покажу, что здесь не так. Управление окнами. Все привыкли к тому, что если хотите свернуть или закрыть окно, а может и вообще разложить его во весь экран, вы просто нажимаете одну из 3 кнопок, расположенных сверху справа. И за столько лет вы знаете чуть ли не вслепую, на какую надо нажать. А тогда, на тот момент для пользователя, который впервые запустил Windows 3X, все это было интуитивно непонятно. Слева кнопки для всех вышеупомянутых действий, справа же расположились еще 2 кнопки, которые отвечают опять-таки за сворачивание и разворачивание текущего окна.
и большинство новичков машинально предпочитало нажимать на кнопку как раз слева. И в этом всем было очень легко запутаться. Громоздкость интерфейса. До появления проводника здесь еще тогда речи не шло о каком-то удобстве в плане некоторых мелочей. Допустим, решили вы поработать за своим компом, и вам нужно открыть несколько программ. И после всего этого вы захотели открыть еще что-то, например, Photoshop. А вы не можете это сделать так быстро, потому как окно программ-менеджера уже загорожено другими окнами. Нужно постараться сделать так, чтобы одно окно хоть как-то выглядывало за другим. И так вы будете тягать эти несчастные окна, пока не доберетесь до нужной программы. Alt-Tab не помогает, так как окно все равно будет накладываться на другое. И это до бесконечности. Открытие программ. И дело даже не в том, что после установки игры или программы могли не появиться их ярлыки, это мелочи. Сама суть в том, что вы должны запомнить путь, по которому вы установили программу. Ибо если забудете, то готовьтесь искать ее вручную. Да и вдобавок, если вам лень искать ее самому в файловом менеджере, то вам бы понадобился Windows Commander. Иначе же придется вписывать путь к программе вручную в соответствующем окошке так называемого проводника или того же диспетчера программ. Что касается технической части, эта система относится к семейству 16-битных, что могло сказываться на производительности и эффективности. А если произошел сбой программы, то можно нажать Ctrl-Alt-Delete для снятия слишком задумавшейся софтины и предотвращения проблем. Но в большинстве случаев вы могли просто натолкнуться на перманентное зависание программы. И как правило, за этим всегда идет буквально висяк всего компьютера. Тут уже только со психу спалить комп к чертям, выкину... В смысле... Просто нужно перезапустить компьютер. Дело все в кооперативной многозадачности, которая давала программе управлять всей системой, и приводила к тем же оказиям. А проблему совместимости с оборудованием бывшие пользователи трешки вспоминают с трепетом и ужасом. И если вы пользовались Windows 3.1, то подумайте, какие минусы и проблемы вы с ней могли испытывать, или же наоборот, казалось вам наилучшей в каких-либо аспектах. Параллельно с разработкой Windows 3.1 компания на выставке Comdex показала совершенно новую операционную систему с собственной архитектурой – Windows NT. На самом же деле Microsoft взяла свои наработки из OS 2 и решила на этом построить свою операционку. Здесь очень мало функционала, вход в аккаунт при любом случае совершается от имени System и содержится куча демонстрационных программ, связанных с интерфейсом и работой графики внутри системы. Но мы вообще не об этом. 20 июля 1992 года компилируется сборка Windows 3.1 Build 07.20.00.22. Самая ранняя сборка, слитая в интернет сначала в сентябре 1992, а позднее повторно обнаружена и восстановлена энтузиастами 23 июня 2024. Мелкомягкие только-только выпустили Windows 3.1. Буквально с ее первого официального релиза прошло пару месяцев. Еще на этапе разработки 3.1 с поддержкой рабочих групп и сетей Microsoft создала проект Cougar, целью которого было сделать полноценное 32-битное ядро системы с поддержкой многозадачности для использования его в следующем глобальном релизе Windows с предположительным названием Windows 4.0. Также присутствует и вести из DOS-полей. Отдельная команда разработчиков проектировала MS-DOS 7.0. Планировалось выпустить его отдельно после DOS 6.22 и даже начать поддерживать ту же многозадачность, как в проекте Cougar. И если вам интересна эволюция DOS как операционной системы с точки зрения компьютерной индустрии, то дайте знать. А сейчас настало время вернуться к той сборке. Процесс установки не отличается от Windows 3.1. Все так же требуется рабочий DOS, есть возможность выбрать тип установки и указать корректную конфигурацию компьютера. Наверное, это единственное место, где абсолютно все здесь врали почти по всем пунктам. Текстовая установка завершается, начинает свою работу базовая система, и тут появляются отличия. Как в плане интерфейса, так и в процессе. Сам интерфейс стал объемным и угловатым, шрифтом заголовка стал Fixed Sys, а рамки окна по стандарту стали более заметными. Программа установки теперь требует, кроме имени пользователя, обязательно ввести имя компьютера и рабочую группу, где ваш ПК будет состоять. Или может не будет, зависит уже от вас. И на этом отличия завершаются. Остальной процесс совпадает с оригинальной Windows 3.1.
Запуская систему, мы получим ошибку запуска устройств, связанных с сетевыми приколами, из-за отсутствия драйверов. Далее NetBIOS Phonia выдаст ошибку 22, и появится диспетчер программ. По факту, это полноценная рабочая Windows 3.1 с множеством изменений. Если по интерфейсу мы уже давным-давно прошлись и разобрались, то самое время ознакомиться со списком улучшений и изменений. Первым делом, зайдя в панель управления, можно заметить пропажу раздела «Оформление». Стоп, а как тогда обои выставить да скринсейвер посмотреть? Через новый элемент панели управления – Wallpaper. Оно из себя представляет только выбор фона и метод расположения – по центру или замещением на весь экран. И это не все. Window Matrix дает возможность тонко настроить оформление системы. Шрифты и ширина разных частей окна, горизонтальные и вертикальные отступы между элементами. И тут, кстати, есть баг. Если изменить ширину заголовка окна, сохранить изменения и открыть Window Matrix снова, то Applet без причины выставит гигантский шрифт. И сколько ни меняй, оно откатит изменения. Настройка цветовых схем в этой сборке производится как обычно. Окей, а изменить скринсейвер-то можно? Тут система, кажется, наше мнение даже и не спрашивала. Следующее, что можно отметить, это файловый менеджер. Их тут два – WinFile и FileMan. Первый является стандартным из Windows 3.1, а второй своего рода имеет в себе экспериментальную функцию – поддержку контекстного меню через правую кнопку мыши. Преобразился список задач, он без рабочей команды «Выполнить» и практически сразу похож на релизный вариант. Далее идет некий Windows Item Manager. В заголовке он называет себя Project Manager, а в меню Help именует Item Man. Так какое название тут окончательное? Вопрос очень отличный. Может создавать программные группы и читать уже из стокового диспетчера программ, но не наоборот. Может держать только одну группу и выглядит как очень ранняя попытка переосмыслить стартовое место пользователя. Начинается самое интересное. Появился тот самый Paint. Ну, почти. Программа Raster выглядит по сравнению с Paintbrush очень стильно и менее громоздко, хотя эта софтина вылетает, когда речь идет об открытии или сохранении файла, а половина функционала тупо не реализована, что характеризуется звуком ошибки после нажатия на инструмент. В системе стало возможным просматривать, сколько конкретно и каким приложением занято определенное количество памяти, а режим MS-DOS не работает прям совсем. Сообщается о том, что система установлена неправильно, а дело все в том, что winldap.mod, на котором и держится сеанс DOS внутри Windows, уже имеет изменения для будущей DOS 7.0, но это все пока просто сыпется. В том же 92 году внутри компании идут рассуждения о том, какой должна быть новая версия, что конкретно можно добавить, какие сложности имеются у пользователей при работе с Windows 3X, что нужно предпринять для их устранения и как это все должно быть реализовано. Все описывается в документе под названием Chicago Future Specification, который находился в строжайшей конфиденциальности и давно оказался в публичном доступе. 278 страниц разбора полетов, начиная от пошагового разбора процедуры удаления программы в новой версии системы и каждого элемента панели управления, заканчивая распределениями задач между разработчиками, размышлениями на тему будущих модификаций ядра, файловой системы и целей вплоть до «сделать Windows веселым, интересным и сексуальным». Страница 246. Компания приглашает психолога Дэнни Орена для помощи в разработке и исследований во время тестирования различных подходов к интерфейсу. Одним из первых шагов стало наблюдение за тем, как юзеры взаимодействуют с системой в реальных условиях. Участникам тестирования, где там были совершенно обычные пользователи с разным опытом, предлагалось создать папку, установить программу или найти какой-нибудь документ. В итоге многие пользователи испытывали затруднения, а один из участников 20 минут смотрел на рабочий стол Windows 3.1, прежде чем смог открыть обычный блокнот. Один из программистов, наблюдавший за этим, заявил Орану: «Наши клиенты – идиоты!» Только чуть позже выяснилось, что тот испытуемый был инженером-ракетчиком в компании Boeing. Если даже он не смог разобраться с 3.1, то определенно нужно что-то менять.
И на этом моменте мы прервемся на рекламу, а вы можете отвлечься на пару секунд, чтобы все уложить в голове. И не забыть подписаться на канал, конечно же. Это очень важно. Также будет очень круто, если вы отправите пожертвование на поддержку моего творчества. Однако это все зависит сугубо от вашего желания. Заранее спасибо. Признайтесь, вы всегда хотели оказаться на Гавайях или в Париже? Если физически ваши финансы поют романсы, то путешествие с Photoshop – это расплюнуть. Вот вы и на Гавайях, вот вы и в Париже, а вот вообще в Dark Souls. Или как насчет Doom? Точно, забыл сказать. Здесь еще можно невероятно редактировать фотографии. Не упустите возможность развить свой творческий потенциал. Откройте мир по-новому. Откройте Adobe Photoshop. Использование Adobe Photoshop может негативно сказаться на производительности вашего компьютера, а также иметь последствия двойных личностей. Перед использованием данного ПО проконсультируйтесь со специалистом. У вас когда-нибудь была идея сделать свой веб-сайт со своими правилами, блэкджеком и комментариями? Web 1.0 хостинг приходит на помощь. Самый старый хостинг из ныне существующих. Он настолько старый, что существовал до появления интернета. Вот наскальные пруфы, к слову. Файлы можно загружать при помощи FTP с любого радиоприемника. А чтобы посетители не могли слишком быстро просмотреть ваш сайт, скорость можно ограничить до такой степени, что ее можно почувствовать. Web 1.0 хостинг. 60 лет в интернете. Попробуй, не ошибешься. Мы вернулись, и самое время продолжить идти по таймлайну построения Windows 95. После прошедших юзабилити-тестов среди малой группы юзеров и сотрудников, объединения Cougar и всех находящихся в разработке проектов внутри компании, 9 августа 1993 года была скомпилирована сборка 58S. Из изменений в ней присутствует новый графический установщик с отличительными особенностями, такие как логотип Windows в левом верхнем углу и надписью Chicago Setup на фоне градиентной заливки. Его можно полноценно запустить из-под Windows. DOS с этого момента не нужен. Сама установка теперь состоит из нескольких этапов, включая установку пакета дополнений Plus, обновление или чистая установка через выбор директорий, настройка оборудования, копирование файлов и настройка сети. После первого ребута нас встречает новый экран загрузки в виде нового файла logo.sys, пришедший на замену syslogo.rle от прошлой сборки, а его исходный вариант находится в файле io.sys. Новый экран загрузки можно редактировать буквально через Paint. Размер сплэша составляет 320 на 400, однако при выводе на монитор изображение растягивается дважды по ширине. При первом запуске нам покажется оповещение об активной разработке и, цитата, «все здесь может очень сильно измениться», конец цитаты. Показывается сам интерфейс, и в фоне висят два приложения. Обо всем по порядку. Как вы могли заметить, OS запустилась автоматически, DOS и Windows все же объединены в единый продукт. Доктор Ватсон и трекер предназначены для фиксации ошибок и проблем от программ для дальнейшего исследования. Учитываются отзывы звонивших в поддержку Microsoft пользователей и групп, принимавших участие в тестах. Появился прототип рабочего стола. Да и не только. Вместо диспетчера программ у нас есть значки, корзина и нижняя панель. Она состоит из трех элементов: кнопок с общими командами, система, поиск и справка, области, где мы можем положить какие-нибудь ярлыки или целые папки, своего рода избранные, и часов. Трея как такового нет, а все свернутые программы отображаются как в трешке, только тут это сделано под плитки. Проводник тут как обычный менеджер файлов. Каждая папка в новом окне имеет фичу показа панели инструментов и дерева каталогов. И тут есть забавный момент. В статье «Пользовательский интерфейс Windows 95. Конкретный пример проектирования функциональности» рассказывалось, как проходило тестирование этого интерфейса. Вот самые яркие моменты из них. Начинающих и многих средних пользователей путал двухпанельный интерфейс менеджера файлов. Они были не уверены в связи между панелями и в том, как переходить в другие папки. Многих пользователей смущала иконка Parent Folder. Она появлялась в каждой папке и выглядела как файл, хотя на самом деле это элемент навигации для выхода на каталог выше.
У пользователей возникли значительные сложности с определением, для чего нужна каждая из 3 кнопок на нижней панели, а позже возникали трудности с запоминанием последовательности команды. Да, подскажите, для поиска чего-то в разделе помощи нужно нажать Find или Help? Панель управления и принтеры стали системными папками с префиксом .sys, что тоже выглядит странно. В настройках появилось множество новых аплетов и был проведен некоторый рестайлинг уже существовавших ранее. Стандартное приложение здесь есть 3.1, кроме Music Box, WinBug и FreeCell. Первый является плеером для CD-дисков, второй позволял сообщать о баге или пожеланиях, собирая огромное количество информации. Отправка не шла через интернет, а предлагалось вручную отправить архив с данными на email или доставить физическую дискету с данными по почте. Третий же является примером 32-битного приложения, если не считать часы и блокнот. Ведь в этом билде появилась подсистема Win32s, которая позднее выйдет отдельно для 3.1 и подарит юзерам более стабильный софт, а разработчикам более высокие лимиты. Вся система пока тут 16-битная, но это дело времени. Это уже не Windows 3.1, но еще и не Windows 95. Сборка 73F от ноября 1993 года содержит полностью переработанный процесс установки, вплоть до фона и логики этапов. Нижняя панель стала показывать открытые задачи, в настройках можно переключаться между старым и новым режимом, и в очередной раз перелопатили панель управления. Новые приложения также не заставили себя долго ждать. Появилась замена WritePad, позднее WordPad и телефон. Также эта сборка приносит переименование File Cabinet в «Мой компьютер», экран безопасного выключения системы и бета-ID как ответ приколистам после утечки 58-й сборки в интернет. Чтобы продолжить установку, необходимо знать выданный тебе ID и пароль тестировщика, иначе никак. Как вы думаете, если мы сейчас рассматриваем бета-версии, то помогло ли это решение? Наступает 1994 год. Тестирование и дальнейшая разработка на основе результатов от групп пользователей вовсю продолжается. 19 января в свет появляется сборка 81. Панель задач подверглась дополнительным изменениям в виде рождения единой кнопки «Пуск», а до пуска и оболочки команда разработчиков тестировала отдельный интерфейс для новичков, но он стал провальным по нескольким причинам. Если хотя бы одна функция, необходимая пользователю, не поддерживается в оболочке для начинающих, то человеку просто придется отказаться от нее. Если предположить, что большинство юзеров со временем приобретут опыт и захотят покинуть оболочку для начинающих, то полученные ими знания не обязательно будут хорошо перенесены в стандартный интерфейс. Оболочка для начинающих была совсем не похожа на программы, которые запускали пользователи, Word, Excel и так далее, в результате чего приходилось изучать 2 способа взаимодействия с компьютером, что сбивало с толку. В ответ на результаты внутреннего исследования и был сделан пуск, который удовлетворил потребности всех групп тестировщиков. Доступ к программам и настройкам, поиск, быстрое выполнение и выключение в одном месте. Стиль окон также был изменен. Кнопки перенесли вправо, заголовок и иконка стали слева, почти как в релизе. Элементов в панели управления стало меньше в результате объединения разделов. Сколько можно ее мучить уже? Доктор Ватсон больше с системой не поставляется, и дебютировал рембрендинг WinMeter в виде System Monitor. WritePad, увы, тут не работает, а звуковые карты Sound Blaster здесь могут работать некорректно. 9 мая выходит 99-я сборка. Перед началом установки, как обычно, необходимо принять множество соглашений и NDA. Экран загрузки сообщает нам о том, что перед нами уже бета-1, но на деле это пока что не так. Среди новшеств тут уже можно отметить переделанный процесс настройки. При первом запуске сообщается о внезапных изменениях в оборудовании и предлагается просканировать ПК в плане устройств для ручной установки драйверов. Далее предлагается установить принтер и покажется окно «Добро пожаловать в Windows». Самое заметное на рабочем столе — это кража корзины. Я понимаю, что все в мире становится дороже, инфляция и тому подобное, но надеюсь, ее нам вернут. Стрелка на кнопке «Пуск» была убрана, она ни к чему. Появилась комбинация Ctrl-Escape для открытия того же меню «Пуск».
Теперь драйверы имеют формат .vxd, параллельно с форматом .386. В основном здесь преимущественно косметические изменения, нежели технические. Что-то передвинули, что-то отполировали, добавили новый фон рабочего стола, появился трей и туториалы, а стандартной директорией системы стала Windows, а не Chicago. Большинство устаревших приложений с 3.1 было удалено с концами, а WritePad стал WordPad'ом. Нажатие Properties по иконке «Мой компьютер» выдаст окошко «На реконструкции. Функция пока не реализована». Из багов скажу, что этот билд не запустится на компьютерах выше первого Intel Pentium, и нажатие Switch to откроет меню «Пуск», а не диспетчер задач. 10 июня 1994 года Microsoft официально выпускает Chicago Beta 1 под номером 122. Если это первая официальная бета-версия, то как вообще возможно было ее получить? Нужно было всего лишь поучаствовать в розыгрыше, поставив лайк и сделать репост к себе на стену. Ладно, шучу. Диски с бета-версиями Chicago нигде не продавались, а рассылались участникам закрытого тестирования, крупным разработчикам и корпоративным клиентам по типу IBM или HP. Иногда их можно было получать на мероприятиях, посвященным Windows, или через подписку Microsoft Developer Network, или же MSDN, по почте. Также у мелкомягких работал официальный FTP-сервер, где можно было скачать дополнения, ознакомиться с прочими материалами и получить актуальную информацию о проекте. Так что же нового в первой бете? Все больше приложений начинает поддерживать новый диалог открытия и сохранения файла. Окно напоминает итоговый вариант, и его можно встретить даже в современной версии Windows. Забыл подметить еще из прошлой сборки фичу регистрации копий Chicago. Работало ли это каким-либо образом или просто было все обычной заглушкой, история, увы, умалчивает. Открытие notepad.exe перенаправляет нас на WordPad с диалогом «Какой файл вы хотите создать? Простой текстовый или же красивый с форматированием?» Блокнот, кажется, планировали уже тогда списать в утиль, но с годами произошла желтая карточка Уна. Программа Mail из Windows 3.1 превратилась в инфоцентр. Отправка писем, адресная книга, черновики и система аккаунтов. На рабочем столе есть Chicago Release Notes со списком всех актуальных проблем при разных ситуациях, актуальной на тот момент информацией и дополнительными полезными сведениями для тех, кто не может зайти на Microsoft FTP. Из багов могу приметить неработоспособность панели управления в безопасном режиме. В остальном сборку можно считать плюс-минус стабильной, что уже круто. Позже выходили бета 1.1, бета 1.2 и бета 1.3. Смотреть это все не особо интересно, потому что изменения уже не столь значительные, как раньше, поэтому можно сразу рвануть на 189 билд от сентября 1994. Сравнивая со 122 сборкой, здесь уже вовсю присутствует корзина. Она вернулась! Поддержка клавиши Win на клавиатуре и комбинации с ней. Кабинет из Chicago окончательно стал иметь название Windows Explorer, новый фон рабочего стола и улучшенный дизайн меню пуск. Вот дизайн, честно, прям офигенный. Жаль, до релиза не дожила. Установщик системы, скажу по секрету, снова переделали, и он не поддерживает некоторые функции. При запуске системы нас встречает окно «Добро пожаловать» с подсказками и советами. Однако самое значимое в этой сборке то, что она себя официально представляет как Windows 95. Даже текстовый файл с прогрессом релиза на рабочем столе переименовался. Windows 95 Release Notes. Не Windows 94 и не Windows 4.0. Это победа. Также тут можно отметить, что операционная система уже автоматически устанавливает драйвера к новым устройствам из своих баз, и эта технология в будущем станет называться как Plug and Play. Подключи и играй. Двойная победа. В ноябре того же года с выходом Build 224 проект дорастает до второй публичной беты. И здесь есть сюрприз. Это первая сборка, которая может работать ограниченное время. Или же... Тут таймбомба. Парочкой официальных сборок ранее были подчищены упоминания MS-DOS 7, произошла очередная полировка интерфейса, Waste Basket превратился в Recycle Bin, кнопки управления окон были обновлены к релизному виду.
Здесь же эти внутренние изменения стали доступны общественности по тем же каналам доставки. А так как тут таймбомба, то бета 2 действительно до марта 1995 года, после чего во время запуска нам скажут обратиться к поставщику за новой сборкой Windows 95. Забавный факт. В преддверии новогодних праздников происходит одна интересная история. Кто-то из команды разработчиков тихонько изменил название кнопки «Пуск» на «Ship It» – «Отправьте это». Таким образом, разработчик проявил нетерпение из-за наступающего 1995 года, года предварительного выхода Windows 95 по планам Microsoft, и долгой разработки сего продукта. Буквально система разрабатывается уже как 3 года. Изменение, конечно же, было несанкционированным, и после праздников все вернулось на круги своя. В феврале 1995-го компания начинает полномасштабное тестирование 95-й с участием всех желающих из США и Великобритании. Подтверждать возраст не нужно. Проект дорастает до бета 3, по-другому это именуется как Final Beta. Данная сборка доступна на нескольких языках, не только на английском. Еще больше допиливается установщик и меняется экран загрузки. Больше ничего, ведь целью полномасштабного тестирования служило исправление накопившихся ошибок и мелких недочетов, присланных пользователями. Также внутри компании выпускается документ на 372 страницы под названием «Руководство по интерфейсу Windows. Руководство по разработке программного обеспечения». Это руководство предназначается для тех, кто занимается проектированием и разработкой софта для Windows. Содержание руководства охватывает следующие области: элементы интерфейса, как и когда их корректно использовать, детали самого дизайна, информация для эффективного использования интерфейсов с примерами, как пользоваться мышью, для чего нужны списки, почему что-то было именно так, а не иначе, и различная дополнительная информация. Позднее выходит сборка 420. Кроме необычного логотипа на экране загрузки, удаления надписи «Нажмите Ctrl-Alt-Delete» для перезагрузки, на этапе «Теперь питание компьютера можно отключить» и прочих косметических изменений, тоже глобальных нововведений не содержит. Как уже говорил раньше, акцент ведется только на визуальную составляющую. То, что увидит пользователь в первую очередь, а внутренности ОС готовы и окончательно утверждены. Microsoft позже начала возводить это в так называемые месячные тест-релизы: апрельский тест-релиз, майский тест-релиз, июньский тест-релиз. В этот период тестирования Брайан Инна сочиняет тот самый эпохальный звук запуска системы, который вы слышали в самом начале, но я проиграю его еще раз. Забавный факт. Как заявлял Брайан, звук запуска Windows 95 был создан на компьютере Mac, так как Инна не особо любит стандартное ПК. А почти 30 лет спустя он в своем Instagram расскажет про свои впечатления от создания звука и выступит против нынешней политики Microsoft. 7 июня 1995 года в свет выходит первый кандидат на официальный релиз – Build 490, и этим можно вполне адекватно пользоваться ограниченное время. Да, таймбомбы не дремлют. А 14 июля 1995 года после всех тестов выпускается сборка 950, ставшей RTM, или же релизом для производителей. С этого момента вся разработка подходит к концу. Образ отправляется производителям ПК, у разработчиков проходит банкет, стартует производство розничных дисков, и дело остается за малым. Это красиво презентовать продукт потребителю. Одной рекламой по сравнению с 3.1 компания не поскупилась. Интерактивные туториалы, книги, специальные выпуски газет, отдельно примечу обучающие приложения. Windows 95 начинается здесь. Это доступно не только на разных языках, включая русский, но и максимально взаимодействует с пользователем, показывая примеры функций на его же рабочем столе. Незадолго к выходу ОС уже появились книги из серии для чайников, и по скриншотам понятно, что это бета-версия. Спасибо подписчику ДНК за эту книжку, наконец-то она дождалась своего часа.
Рекламная кампания сопровождалась рассказом людей, стоявших в очередях за покупкой копий ОС, и рекламным роликом со слоганом «Start Me Up» под одноименную песню Rolling Stones. Дошло до того, что официально выходила видеоверсия туториала по Windows 95 в виде ситкома с участием актеров сериала «Друзья». Жаль, там не показали тот самый телефон в виде футбольного мяча. В честь релиза видоизменяется логотип Windows и добавляется слоган к логотипу основной компании «Куда ты хочешь пойти сегодня?». Сама презентация прошла в штаб-квартире Microsoft 24 августа 1995 года. Ведущим был стендап-комик Джей Лено. Исполнял панчи он тоже неплохо. I can't believe what an incredible product this is. You know, before I met Bill Gates, I knew almost nothing about computers. He was kind enough to lend me one, this beautiful 1975 Altar 8800. Well, welcome, Microsofties. Nice to have you all here. As you know, I'm host of The Tonight Show on NBC, which stands for Now Bill Compatible. Oh, wow. Isn't this lovely? Wow. На ней уделили внимание комментариям разработчиков, приложивших руку к созданию, оглядываются назад, вспоминая ту шуточную рекламу Windows 1.0. Гейтс рассказывает огромные монологи на тему поддержки от других компаний и развития Windows за 10 лет. Рассказывают об изменениях и сразу же проверяют их на практике. Не только Гейтс и Лено, но и участники из зала. Это прикольно. По данным CNET, официальные продажи ОС за 4 дня достигли 1 миллион копий, а исследования IDC за 1998 год показывали, что Windows 95 является самой используемой настольной ОС с долей рынка в 57%, в то время как Windows 98 была еще на 17%. На той же презентации сообщается о старте продаж пакета дополнений тем под названием Microsoft Plus, запуске Microsoft Network, выпуске Office 95 и первой версии Internet Explorer. Коробочное издание выглядит вполне красиво и красочно по сравнению с 3.1. В комплекте присутствует руководство, ключ продукта, сам дистрибутив, он здесь на дискетах, и Internet Starter Kit – интерактивное дополнение для людей, которые еще не пробовали интернет. CD-версия системы содержала огромное количество демонстрационного и развлекательного материала. ОС при стольких лет разработки вышла не особо идеальной. Чаще всего критику получала технология Plug and Play и общая стабильность на разном оборудовании. Системные требования тут следующие. Рекомендуется 486 процессор, 8 МБ АЗУ и минимум 50 МБ места на диске. Если сравнивать с Windows 3X, то разница колоссальная. А какие есть кастомные сборки? Вы скажете, что? Какие сборки в эпоху 95-х окон? В эпоху поддержки и мейнстрима 95-й о кастомных сборках мне не было известно. Но на Хабре я видел очень давно статью, где любитель умещал полноценную систему с рабочим столом на 2 дискетах. А самым ярким примером кастомной сборки является Windows 95D. Данная сборка отличается от оригинала тем, что содержит в себе огромное количество изменений, улучшений и авторских новшеств. DirectX 7, все последние библиотеки Visual C++, патчи, позволяющие обойти технические ограничения оригинальной системы с возможностью запустить ее на более новом ПК и огромная база драйверов. Своего рода иностранная Windows 98 EF. И название проекта, к слову, выбрано не зря. Последнее глобальное обновление оригинала содержало букву C в названии сборки 4.0.950C. Из изменений в самой системе только переделанное рекламное сообщение в программе установки, а после всех настроек из коробки можно встретить Microsoft IntelliPoint. В образе также можно найти различные видео, ролики, игры и темы, дополнения и полные исходники авторских утилит. В мае 2025 года, спустя более 5 лет разработки, проект был официально завершен по причине его максимального совершенства. Ах да, вот вам забавная мысль. Расстояние между кнопок «Закрыть» и «Развернуть» больше, чем расстояние между кнопок «Развернуть» и «Свернуть». Надеюсь, вам удастся это развидеть.
Сейчас настало время рассказать 5 интересных фактов о Windows 95. Учитывая важность 95-й с точки зрения истории компьютерной индустрии, полный бюджет разработки системы компания не раскрывала. Известно только то, что на рекламную кампанию в разных странах было потрачено более $1 миллиарда. Это все-таки не тратить миллиарды на один кое-какой мессенджер. В команде разработки нового интерфейса системы было всего лишь 24 человека, 12 дизайнеров и столько же программистов. Их целью было сделать Windows более доступной для новичков, одновременно улучшив опыт использования для уже имеющихся пользователей. Изначально кнопка «Пуск» могла называться как «System», но такой вариант был слишком официальным и не вызывал любопытства у пользователей, чем тот же «Старт». Все действия в системе выполнялись намного быстрее, если подвигать мышью. Нет, это не шутка. Вот, например, я закрою Explorer XZ. Он перезапустится, и посмотрите, как медленно двигается подсказка на панели задач. Двигаю мышкой, и она мигом перемещается к кнопке «Пуск». Да и не только это. В качестве подтверждения своих слов касаемо ускорения Windows 95, и это не прикол и не шутка, я покажу приложение WinBase MT, или же мультитредовый WinBase, который был взят из бета-версии Чикаго. Суть этого приложения в том, чтобы показать вот эту заставку. Она крутится слишком быстро, да? Но стоит нажать на Windows. Видите, заставка замедлилась на долю секунды. А если мы будем ходить по контекстному меню постоянно, то просмотр заставки будет более приятный, чем без похождения по контекстному меню. Следующий прикол заключается в экранах-заставках. Откроем Properties, Screensaver и давайте, допустим, мы выберем заставку Curves and Colors. Просто линии. Как видите, заставка идет медленно. Ну, заставка как заставка. Но как только мы двинем мышь, она ускоряется на долю секунды. Видите? Двигаем мышь, она ускоряется. Двигаем еще раз мышь, она ускоряется. И так можно делать бесконечно, с любыми заставками. И это забавно. Почему так происходит? Дело все в упущенном недочете архитектуры многозадачности Windows 95. Однако в этом был плюс. Операционка хорошо работала на слабом компьютере. В дальнейшем такой прикол был исправлен. Дистрибутив системы вмещался в 13 дискет размером 1,68 мегабайта. Но размер обычной дискеты составляет 1,44 мегабайта. В чем хитрость? Хитрость кроется в специальном формате DMF, плюс экономии со стороны компании. 13 дискет вместо 15 в одном дистрибутиве и тысячи сэкономленных во время всего производства. Что можно сказать в итоге? То, что Windows 95 внесла огромный вклад в популяризацию компьютеров среди юзеров, в массовую культуру и дизайн отрицать нельзя. Да и кнопка Windows на большинстве клавиатур не даст вам соврать. Это тоже появилось с Windows 95. Полноценная поддержка данной системы со стороны Microsoft была завершена 31 декабря 2001 года, вместе с первой и второй версией Windows в истории. Элементы интерфейса, такие как панель задач, пуск, значки и кнопки управления, находятся в Windows по сей день и в целом оказали сильное влияние на будущие интерфейсы и его опыт использования. Как в самих окошках, так и в других операционных системах и оболочках рабочего стола. А когда компании пришла идея убрать кнопку «Пуск» из панели задач и сделать его полноэкранным, то реакция пользователей не заставила долго ждать, и пришлось искать множество компромиссов, что в конечном итоге все равно вылилось в традиционный пуск, но с поддержкой тех самых плиток. Кстати, вы когда-нибудь задумывались о том, какой была бы Windows, если бы разработчики вовремя не додумались рискнуть кардинально сменить дизайн? Я не могу себе это представить. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте, и огромное спасибо за просмотр. Мы на протяжении нескольких месяцев трудились над данным проектом, параллельно выпуская другие ролики, и будем очень рады, если вы оставите комментарии, подпишитесь на канал и поставите лайк. Ведь вместе всегда интереснее. Огромная благодарность людям, которые захотели поддержать канал финансово. Еще раз огромное спасибо. Операционные системы и мир компьютеров намного интереснее и необычнее, чем нам это кажется, и данное видео – яркое тому доказательство.